Добрый день, уважаемые зрители, подписчики, все, кто интересуется резонансными уголовными делами и работой адвокатуры в Украине. Сегодня 10 июня 2026 года, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы опять же возвращаемся к делу об убийстве Ирины Фарион и разбираем очень свежие и важные события вокруг адвоката Ларисы Сергеевны Криворучко, защитника Вячеслава Зинченко по этому делу, которое является одним из самых громких уголовных дел последних лет в Украине. Еще раз напоминаю, это дело об убийстве Ирины Фарион, известной языковедки, общественной деятельницы и политика. 5 июня 2026 года, в пятницу, квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов КДК Винницкой области приняла решение о приостановлении права Ларисы Криворучко на занятие адвокатской деятельностью сроком на 1 год по 5 июня 2027 года. Это серьезная мера дисциплинарной ответственности, которая фактически парализует ее профессиональную практику. Информацию об этом опубликовала Захиднет. Вот здесь вот мы видим эту публикацию. Что в этой публикации сообщается? Что ей 42 года. Значит, что покарание за грубые нарушения правил адвокатской этики. Значит, и что это решение уже было направлено Ларисе Криворучко, как корреспонденту Захиднет сообщил представитель КДК Винницкой области. Ну вот такая новость в этом плане. Значит, согласно информации, которую подтвердили самой комиссии, как мы уже видели с вами, основанием стало грубое нарушение Ларисой Сергеевной Криворучко правил адвокатской этики, допущенное ей еще в 2025 году в Ужгородском городском суде. Сам текст на решение КДК на момент этой видеозаписи пока не опубликован в полном виде, но, как мы видели, он уже направлен адвокату. У Ларисы Сергеевны есть стандартные 30 дней на обжалование в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры ВКДК или напрямую в административный суд. Как это повлияет на дело Вячеслава Зинченко? Ну, еще раз посмотрим, что там у нас с публикациями, потому что Лариса Сергеевна, она пытается утверждать, что это еще официально не опубликовано. Давайте посмотрим, как она это делает. Ну вот здесь вот, например, на ее Facebook страничке, где мы видим опрокинутого короля или королеву, скорее всего, черную, да. Значит, вот здесь вот она пишет под песню «Казацкая воля», кто зацепит наше дерево, тому мы вырубим весь лес. Ну, такая как бы достаточно угрожающая фраза в этом плане. Ну и тут щодо неофіційних
чуток кулуарных размов, ну, в общем-то, какие-то непонятные, значит, публикации у Ларисы Сергеевны. Она то ли пыталась скрыть, значит, этот факт, что ее лишили права на занятие адвокатской деятельности, то ли еще что-то. Но для того, чтобы убедиться в этом, вы можете зайти на страничку Национальной ассоциации адвокатов Украины и там увидеть вот это вот сообщение. Увага, право на заняття адвокатської діяльності зупинено или припинено. И вот здесь вот написано, что припинено с 5.06.2026 по 5.06.2027 на підставі рішення дисциплінарної палаты КДК Винницкой области от 5.06.2026 года. То есть, друзья, все это достаточно официально. Как же это повлияет на дело Вячеслава Зинченко? Напомню ключевые факты. 19 июля 2024 года вечером во Львове на улице Томаша Масарика неизвестный подошел к Ирине Фарион, когда она с чемоданом ожидала такси возле своего дома и, как утверждает сторона обвинения, с близкого расстояния выстрелил ей в голову. Женщина получила тяжелое ранение, была госпитализирована и в этот же вечер скончалась в реанимации больницы Святого Пантелеимона. 25 июля, через 6 дней 2024 года, в Днепре задержали 18-летнего на момент преступления Вячеслава Зинченко. По версии следствия, он тщательно готовился к преступлению, следил за потерпевшей, использовал перчатки, заранее подготовленное огнестрельное оружие. Обвинение квалифицирует его действия по пунктам 8 и 14 части 2 статьи 115 Украины «Умышленное убийство, совершенное с целью воспрепятствования выполнению потерпевшей общественного долга по мотивам национальной нетерпимости» и по части 1 статьи 263 «Незаконное обращение с оружием». Прокуроры требуют для него пожизненного лишения свободы. Дело рассматривается в Шевченковском районном суде Львова. Рассмотрение по сути началось в феврале 2025 года. Обвиняемый свою вину не признает. В апреле 2026 года уже на этапе судебных дебатов Зинченко отказался от предыдущих адвокатов Игоря Сулимы и Владимира Вороняка и выбрал нового защитника Ларису Криворучко. С момента ее вступления в дело заседания несколько раз переносились из-за неявки адвоката. Прокурорская сторона активно реагировала на это и инициировала вопрос о дисциплинарной ответственности, который привел к тому, что мы видели, что право на занятие адвокатской деятельностью Ларисы Криворучко было остановлено. Согласно статье 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, приостановление права на занятие адвокатской деятельностью применяется в частности за грубое или неоднократное нарушение правил адвокатской этики, злоупотребление процессуальными правами, использование заведомо недостоверных документов и другие дисциплинарные проступки. И это уже не первое дисциплинарное дело в отношении Ларисы Криворучко. В мае 2025 года ее уже лишали права на практику из-за использования якобы поддельного документа в другом резонансном деле. Часть предыдущих решений ей удавалось успешно оспаривать в судах вплоть до Верховного суда. С точки зрения юриспруденции, решение КДК должно быть четко мотивированным, основанным на конкретных доказательствах, принято с соблюдением всех процедурных прав адвоката, право на защиту,
уведомление, участие в заседании комиссии. Если в материалах дисциплинарного производства есть нарушение процедуры, это один из самых сильных аргументов для отмены решения вышестоящими инстанциями. Ну, как мы видели, друзья, из моих видео предыдущих по заседанию Винницкого КДК, Ларису Криворучку не допустили к участию в заседании комиссии дисциплинарной палаты. И это, ну вот с моей точки зрения, является таким нарушением. Но пока факт нарушения не может отменить само решение об остановке права Ларисы Криворучко заниматься адвокатской деятельностью. Итак, каковы последствия приостановления права на занятие адвокатской деятельностью? Для адвоката это полный запрет осуществлять любые действия, которые относятся к адвокатской деятельности. Представительство в судах, общение с клиентом в официальном статусе, подача документов и так далее. Статус адвоката формально сохраняется, но практика остановлена на год. Запрет занимать выборные должности в органах адвокатского самоуправления и риск более жесткого наказания при повторных нарушениях вплоть до полного лишения права на занятие адвокатской деятельностью. Каковы последствия для клиента Вячеслава Зинченко? Фактически Вячеслав остается без выбранного им защитника на одном из самых важных этапах дела судебных дебатах и ожидаемом приговоре. Суд обязан обеспечить право на защиту на основании статьи 59 Конституции и статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, но частая смена адвокатов существенно усложняет работу защиты, нарушает преемственность и может негативно сказаться на качестве представления интересов обвиняемого. И для всего процесса каковы последствия? Это новые переносы заседаний, которые почти неизбежны, возможное заявление о нарушении разумных сроков рассмотрения дела и право на справедливый суд. И системные последствия. Такие решения всегда поднимает вопрос баланса, насколько дисциплинарный контроль за адвокатами защищает качество профессии, а насколько может использоваться как инструмент давления в резонансных делах, имеющих большой общественный и политический резонанс. Именно об этом и заявляет Лариса Криворучко в своем посте в Фейсбуке, где она открыто говорит о целенаправленной кампании давления. Саму Ларису Криворучко, по ее словам, это решение не сломало, то есть ей наплевать на это решение, наплевать на то, что Зинченко останется без защитницы. И в своем Facebook она заявила, что видит целенаправленную кампанию давления именно в связи с защитой Зинченко. Она подчеркнула, что она никого не боится и что поскольку она ассоциирует себя с деревом, которое тронули, то она угрожает вырубить весь лес. Ну, что понимается под лесом, это, наверное, вся система адвокатуры Украины. Ну, насколько я вот себе это представляю как юрист. Обжалование. У Криворучко есть 30 дней на обжалование. Обжалование в КДК не является обязательным, можно подавать сразу в суд. Но имеется важный момент. Подача жалобы, то есть обжалование не останавливает автоматически действие решения о приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью. Нужно еще дополнительно там подавать требования
о обеспечении иска или жалобы. Сработает ли эта мера до 15 числа, ну, трудно сказать. Будем смотреть, чем оно закончится, это сражение, кто чей лес повырубит. Поэтому на время обжалования, ну, скорее всего, Криворучка действительно не будет участвовать в заседаниях по делу Зинченко. И нужно сказать в итоге, что это решение КДК Винницкой области – это серьезный удар по одной из сторон в крайне чувствительном деле, каковым является дело об убийстве Ирины Фарион. С юридической точки зрения оно применяет одну из самых жестких мер за события, которые произошли больше года назад. Устойчивость этого решения будет проверена либо в КДК, либо, ну, насколько я понимаю позицию Криворучка, в административном суде. Я продолжу внимательно следить за развитием событий как по дисциплинарному делу Ларисы Криворучко, так и по основному уголовному делу об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко. Если у вас есть вопросы по этой теме, по процедуре обжалования, по правам обвиняемого или адвоката, пишите в комментариях, я постараюсь ответить подробно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, включайте уведомления, чтобы не пропустить новые разборы. Донатьте, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. Только в рамках закона и с уважением к фактам мы можем добиться победы. До новых встреч!